One of the classes that I teach is group therapy. And one of the things that I tell my students is good group therapists start things on time and end things on time. Хороший терапевт вовремя начинает. So I had a little bit of a brief time to introduce the topic this morning. And so we didn't really work a whole lot from the PowerPoint presentation. So we'll start from there. Like I said, I work with PTSD, trauma, sexual trauma, grief and loss, and dissociative identity disorder and multiple personality disorder. So those are the areas of specialty that I work in. Before the slide once. Next. Сегодня на пленарном немного было времени для того, чтобы это все презентовать, поэтому мы эту презентацию начнем, собственно, сначала. И как доктор Різ говорил, он работает в основном с посттравматическим стрессовым расстройством, с сексуальной травмой, с диссоциативным личностным расстройством, пограничным личностным расстройством. I'm all about helping people that help others, so if there's anything that I can do to help you in your work, feel free to contact me at either of those email addresses. If you email me at the Gmail address, I promise you I'll answer you quicker because the Regent address is my work address at the university, and sometimes I stay away from that because I have so many other things to do. Доктор Різ очень любит помогать людям, помогающим людям. Поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите на один из вышеуказанных email-адресов, задавайте свои вопросы, просите о помощи. Лучше писать на Gmail адрес, потому что второй адрес — это рабочий электронный адрес доктора Риза, и он предпочитает обычно, отвечает быстрее на Gmail, потому что тот обычно переполнен. So, anything I can do to help, just let me know. Если есть что-то, чем можно помочь, вы вот пишите, обращайтесь. Next. So I started this morning with that quote that childhood abuse is not a diagnosis, but it is a life experience. То есть сегодня мы начали с цитаты о том, что перенесенное в детстве сексуальное насилие — это не диагноз, это жизненный опыт. And I'll submit to you that PTSD and trauma is the same thing. A traumatic event happens in a lifeline, and a person's life stops and is never the same. И то же самое касается и посттравматического стрессового расстройства, и травмы в целом. Когда происходит травма, она разделяет жизнь человека, ее континуум, делит его пополам, и жизнь уже не будет прежней. And unfortunately, that has a lot of consequences for the individuals, and we'll talk about that in a second. И, к сожалению, это, естественно, имеет множество последствий для личности, мы об этом чуть позже поговорим. As those of us who work in the field know, the quicker we can get people into treatment, the quicker they can return back to a sense of normalcy and move ahead with their life. Мы, как специалисты, работающие в этой сфере, наверняка знаем о том, что чем быстрее мы приводим человека в терапию, чем быстрее мы начинаем процесс терапии, тем больше вероятность того, что он скорее вернется к своему нормальному функционированию в нормальной жизни. A lot of times when we talk about PTSD clinically, we define it. We don't define it correctly. Часто, когда мы говорим о посттравматическом стрессовом расстройстве в клиническом значении, мы неправильно даем ему неправильное определение. And yes, it does involve traumatic events and life threats, but PTSD is an avoidance disorder. Это травмы и травматические события, но на самом деле посттравматическое стрессовое расстройство — это расстройство избегания. And people would rather do anything than face it, talk about the trauma, talk about the events, and they find many ways not to do that. They numb, they drink, they do drugs, they overeat. There are a lot of things that they do rather than move forward with their life.
Люди готовы на все, что угодно, кроме того, чтобы столкнуться лицом к лицу со своей проблемой, посмотреть ей в лицо. Они не готовы начинать, они избегают того, чтобы начинать говорить о ней, они не говорят о травматичном событии, они всячески глушат свои чувства ради онемения, они злоупотребляют алкоголем, злоупотребляют наркотиками, возможно, чрезмерно едят, в общем, разные используют способы онемения. There's a parallel to grief and loss. In Macbeth, Shakespeare writes, "Give sorrow words. The grief that does not speak knits up the overwrought heart and bids it break." Есть параллели между травмой и переживанием горя и утраты. Шекспир, цитата из Макбета. She's wonderful. Я просто думаю, как это, политературнее, да, преподнести. Но не получится, поэтому я сейчас буду дословно переводить, а вы уже представьте, что это красиво. Давайте отчаянию имя. Горе, которое не говорит, связывает сердце и разбивает его. Ще раз повторіть. Yes. Isn't that a wonderful quote? Замечательная цитата, да? Макбет? In order to get over grief, we have to talk and mourn about our stories. In order to recover and come back from sexual abuse and trauma and PTSD, we have to tell the trauma narrative, and people would rather do anything than face that again. In much the same way that we need to express our grief and loss verbally and tell the loss story, we have to tell the trauma story, the trauma narrative. It's okay. Таким же образом, как мы должны проговаривать свое горе, как мы должны говорить о нем, скорбеть, таким же образом мы и работаем с травмой. Мы проходим через нарратив травмы. You have to tell them both in order to move towards healing. Нужно пройти через нарратив травматической истории для того, чтобы двигаться дальше к исцелению. The model that I work with in treating sexual abuse and trauma is the same model that I work with in treating PTSD. It's 3 phases. It's a 3-phase approach. Модель, которую я использую для работы с сексуальной травмой, это та же модель, которую я использую для работы с ПТСР. Это 3-фазный подход. It can vary from 24 weeks as much to 48 to 60 weeks. I will never work with anyone with the experience of PTSD or trauma for any less than 24 weeks. Обычно это терапия, длящаяся от 24 до 60 недель. Я никогда не подпишусь на терапию человека, пережившего ПТСР или травму, на меньшее количество сессий, нежели 24. And the reason I won't do that is because I will not risk re-traumatizing them again. Причина в том, что я не подпишусь на меньшее количество сессий, потому что я бы не хотел рисковать их повторной ретравматизацией. And so they have to contract for a minimum amount of sessions in order to protect them so that they can heal and move forward in life. То есть они должны подписать со мной договор на не меньшее количество сессий, чем 24, ради того, чтобы они успешно шли к задаче, к цели исцеления и могли дальше двигаться в своей жизни. And so we talked about this morning that childhood sexual abuse or adult sexual violence is basically, if you narrow it down, sexual abuse ranging from rape to non-contact, inappropriate sexual behavior, forced involvement in pornography or exhibition, including contact and non-contact acts without the survivor's consent. Мы уже сегодня говорили об определениях сексуального насилия над детьми и сексуального насилия в адрес взрослых. Мы говорили о том, что это
насильственные действия контактного и бесконтактного характера. Контактные подразумеваются совращение и изнасилование. Бесконтактного характера это склонение к участию в порнографии, извините за косноязычность, и вуайеризм, эксгибиционизм и прочее. U.S. Centers for Disease Control and Prevention, sexual violence is defined as completed or attempted contact between any of the sexual organs involving penetrating contact between the mouth, penis, vulva, or anus, penetration of any of the sexual or genital openings, and intentional touching of those areas without permission. Американский центр эпидемического контроля определяет сексуальное насилие как генитальные контакты, да, пенетрация, прикосновение к генитальным органам без согласия одной из сторон. Sexual trauma refers to one or more multiple sexual violations that invoke significant distress. Сексуальная травма – это определение одного или множественных сексуальных злоупотреблений, насильственных действий, которые провоцируют значительный дистресс, страдания. And one of the reasons that those who practice in the field use the term sexual trauma now is because when you talk about rape or abuse, it further stigmatizes the event and people may not seek help. And clinicians are finding that when they use that term, that survivors don't label their experience as rape or assault due to their familiarity with the perpetrator or the absence of force. Почему мы вообще в практике используем термин «сексуальная травма»? На самом деле термин, он гораздо менее стигматизирующий, чем, например, термины насилия или изнасилования, менее стигматизирующие для жертвы. Потому что если мы используем термины насилия и изнасилования, жертва обычно повторно стигматизируется. И часто жертвы не называют пережитый ими опыт изнасилованием, например, вследствие того, что они знакомы, например, с преступником. Sexual trauma is a less stigmatizing term for some survivors, and that actually promotes healing for them by acknowledging the impact of the violent acts on that individual's well-being. Опять-таки, сексуальная травма – это менее стигматизирующий термин для жертвы, и он как бы даже может иметь некоторый исцеляющий эффект за счет того, что он подтверждает для жертвы не ценность, а значимость значимость совершенного в ее адрес акта, да? Понятно, да, что я сказала? Извините. Some statistics and key facts. Немного статистики. Violence against women, particular intimate partner violence and sexual violence, are major public health problems and violations of women's basic human rights. Сексуальное насилие в адрес женщин, в частности, насилие между личными партнерами, да, близкими партнерами, и сексуальное насилие в целом – это большая проблема общественного здравоохранения, и это глобальное нарушение базовых прав женщин. And the acts itself are detrimental enough, but when those acts happen to us by people that we know, it becomes even more traumatic for the survivor. Сами по себе эти события насильственного характера, действия, они достаточно травматичны, но если это насильственные действия, которые исходят от человека, которого мы знаем лично, или нашего личного партнера, то естественно, что это еще становится еще более травмирующим, травматичным событием. So worldwide statistics, if you take all the countries in the world and you look at the prevalence of it, 1 in 3 women have been sexually abused or traumatized before the age of 18. То есть, если мы рассматриваем всемирную статистику, то она гласит о том, что 1 из 3 женщин пережила сексуальное насилие или была сексуально травмирована в возрасте до 18 лет. And for men, it's 1 in 6 or 1 in 8, depending on which parts of the world. Что касается мужчин, это 1 из 6 или 1 из 8, зависимо от того, какой части мира идет речь.
Do the math. Просто посчитайте. It's pretty prevalent, isn't it? Достаточно распространенное явление, да? So what do you think the chances are that you'll work with this if you work in this field? Как вы думаете, какая вероятность того, что вы столкнетесь с этими явлениями, если работаете в этой сфере? Pretty high, right? Достаточно высокая вероятность, да? So globally, as many as 38% of murders of women are committed by intimate partners. Murderers. Около 38% убийств женщин статистически совершаются их личными партнерами. Violence negatively affects women's physical, mental, sexual, and reproductive health, and may also increase their vulnerability to STDs as well as HIV or AIDS. Насилие негативно влияет на физическое, ментальное, сексуальное и репродуктивное здоровье женщины, также повышает ее уязвимость к заболеваниям, передающимся половым путем, и ВИЧ. Factors associated with the increased risk include low education, child malnutrition, exposure to violence in the family, the harmful use of alcohol, or attitudes that accept violence and gender inequality. Факторы, связанные с совершением сексуальных преступлений сексуального характера, эти факторы — это низкий уровень образования, жестокое обращение в детстве, свидетельствование, расположенность к насилию в семье, как сказать, свидетельствование, когда ты засвидетельствовал насилие в семье, злоупотребление алкоголем и идеи принятия концепции неравенства, гендерного неравенства и идеи приемлемости насилия. Factors associated with increased risk of experiencing intimate partner and sexual violence include low education. Were you exposed to violence as a child between your parents? Did you experience physical abuse as a child from your parents? And do their attitudes also accept and behaviorally illustrate and show violence and gender inequality? Факторы, которые привносят факторы риска для того, чтобы быть жертвой сексуального насилия, это опять-таки низкий уровень образования, наблюдение сексуального насилия в своей семье между родителями, переживание физического насилия со стороны своих родителей и опять-таки принятие идей полового гендерного неравенства и принятие идей приемлемости насилия. Извините за косноязычность опять. So low education, exposure to child malnutrition, witnessing family violence, and those who may have the diagnosis of antisocial personality disorder are at high risk for perpetrating violence against women and children. То есть жестокое обращение в детстве, Witnessing family violence. The diagnosis of antisocial personality disorder leads people to perpetrate abuse on them. То есть жестокое обращение в детстве, наблюдение сексуального насилия в семье или переживание физического насилия со стороны родителей, диагноз антисоциального, социопатического расстройства, да? И диссоциативное личное расстройство, вот это антисоциальное, социопатическое и диссоциативное личностное расстройство — это факторы, привносящие в развитие личности преступника, совершающего преступления сексуального характера. So if you harmfully use alcohol, you increase your risk of experiencing it, but you also, those who harmfully misuse alcohol and drugs, increase their risk of being a perpetrator of violence upon women and others.
Люди, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, рискуют попасть в обе категории. Категорию людей, совершающих сексуальные преступления, и в категорию жертв сексуального насилия. I work with clients across a wide variety of spectrums. And one of the things that I hear is from clients is we have an open relationship. And we're free to date, even though we're married, and whoever we want, and have multiple partners, and we are not jealous of one another. Я работаю с самыми разнообразными клиентами, и часто, например, слышу такой пассаж о том, что вот мы находимся в открытых сексуальных отношениях, то есть мы в отношениях, но мы свободно делать все, что угодно, мы можем свободно выбирать партнеров. Yeah, and do whatever we want. Вообще все, что угодно. And they say we don't have jealousy. Говорят, мы не ревнуем, у нас нет ревности. And 3 to 6 months they're coming into therapy with black eyes, scratches all over their face. Через 3-6 месяцев они приходят в терапию там, с подбитым глазом, там, с расцарапанным лицом. And behaviorally, they're saying something different from what they're speaking. То есть поведенчески они свидетельствуют о других вещах, нежели те, о которых они говорят. And so sometimes we as therapists say, what you do speaks so loud, I can't hear a word you say. Как терапевты мы часто говорим, ваши действия настолько красноречивы, что я не слышу ничего из того, что вы говорите. Because you've gone from a closed, monogamous relationship to an open relationship to perpetrating violence against one another. And you say you have no jealousy. То есть вы как бы сместились, вы перешли из моногамных, закрытых отношений в открытые отношения, и вы совершаете насилие в адрес друг друга и говорите о том, что у вас нет никакого чувства ревности в адрес друг друга. So having multiple sexual partners increases jealousy and increases suspicion of partners of infidelity, and with that increased suspicion comes domestic violence and also perpetration of sexual abuse against one another without the other's permission or consent. Таким образом, множественные сексуальные отношения как бы своим следствием имеют то, что возрастает в паре там, напряжение, ревность, и как следствие возрастает вероятность домашнего насилия, насилия между партнерами в адрес друг друга. So what are some of the long-term health consequences of sexual trauma? То есть какие долгосрочные физиологические последствия сексуальной травмы? Gastrointestinal problems, particularly irritable bowel syndrome. Гастроинтестиальные проблемы, в частности, синдром раздраженного кишечника. Abdominal pain. Брюшная боль. Vaginal pain. Вагинальная боль. Breast pain. Боль в грудях. В груди. Headaches. Головные боли. Musculoskeletal pain. Мышечно-скелетные боли. Just that alone, do you think that might have an impact on your ability to experience healthy sexual intimacy? Вот сами по себе эти симптомы, как вы думаете, их достаточно для того, чтобы вы больше были неспособными испытывать здоровую близость, здоровую сексуальную близость? Yes. You have no desire. Но у вас просто нет желания. Urogynecological and obstetric problems. Урогинекологические и акушерские какие-то проблемы. Дальше. Урогинекологические проблемы. Pelvic pain and pelvic inflammatory disease. Это не боль в тазу, кстати, вообще. Секунду, сейчас вспомню. Боли в области таза, сексуальные дисфункции. Keep going. Menorrhagia.
меноррагия, что бы это ни значило, sexual dysfunction, сексуальная дисфункция, non-menstrual vaginal bleeding or discharge, вагинальное кровотечение, связанное с менструацией, rectal bleeding, ректальное кровотечение, bladder infection, инфекция мочевого пузыря, dysuria. дизурия. Now, how does it impact people mentally? Как это влияет на людей психологически? Well, when you don't feel safe, what's your number one feeling? Когда вы не чувствуете себя в безопасности, что вы первым делом, какое чувство вы испытываете? Fear. Fear. Anxiety. Anxiety. Yes. Да. But fear and anxiety are different. Но страх и тревога разные вещи. Fear is specific to the threat. Страх – это специфичная реакция на угрозу. I see a car coming at me at a fast speed. My fight or flight system goes on alert. I get out of the way of the car. То есть я вижу, когда на меня с огромной скоростью в мою сторону приближается машина, моя система реакции борьба или побег, да? Борьба или побег срабатывает, и я испытываю чувство страха. I feel the car go by, I go, whoosh. Машина проезжает, я испытываю облегчение. And then my parasympathetic system and my alert system, fight or flight response system, comes back down to normal. И моя парасимпатическая система и система ответа побега или борьба возвращаются в норму. Anxiety is not specific, it's diffuse, it's spread out everywhere, it's non-specific. В то время как тревога – это обширная, неспецифичная, размытая реакция, она не специфична угрозе. And because I can't put a finger on it, I can't alert my system to deal with it, and if it isn't dealt with here, it shows up here, it shows up here, it shows up here, it shows up here, and the whole world becomes an unsafe place for me. And that's when general anxiety disorder sets in, because the key factor of generalized anxiety disorder is our anxiety and fear is generalized to everything in our world. Так как мы не можем указать на конкретную причину нашей тревожности, мы не можем дать ей имя, наша тревожность, она проявляется повсеместно, тут и там, в ответ на любые раздражители. И, собственно, это и есть схема формирования общего большого тревожного расстройства. То есть наш страх и наша тревога становятся неспецифичны. And when I can't solve that problem, my fight or flight, my parasympathetic system stays on alert all the time, and it never goes back to normal. Our bodies were designed to be on hyper alert all the time, and we become overwhelmed, and then added to anxiety becomes depression. То есть получается, что наша парасимпатическая система и наша реакция борьба или побег, они никогда не выключаются, они постоянно находятся, наша парасимпатическая система находится в постоянном состоянии возбуждения. Наши тела не предназначены для того, чтобы подобным образом функционировать. И поэтому со временем это превращается, вот это общее большое тревожное расстройство превращается в общее депрессивное расстройство, большое депрессивное расстройство. And if the world continues to be an unsafe place, then I am headed towards acute stress disorder and then PTSD, post-traumatic stress disorder. И то есть таким образом мир становится небезопасным местом, и мир продолжает быть небезопасным местом. И в этом случае депрессивное расстройство превращается в острое стрессовое расстройство, а острое стрессовое расстройство со временем может перейти в ПТСР. So what are some of the health risk behaviors associated with sexual trauma? Smoking, alcohol use, obesity. A lot of times people who've been sexually traumatized will overeat so that no one will find them attractive. Какие рискованные поведенческие стратегии связанные с перенесенным в детстве сексуальным насилием? Это курение, это злоупотребление алкоголем, это ожирение, это инертность, ранние половые отношения, многочисленные сексуальные партнеры. I keep going, I'm sorry, I just kept going. Obesity. Yeah.
I'm over here, right? Yeah, okay. Это мысли о суициде, суицидальные идеи или попытки суицида, и в некоторых случаях совершение суицида. And sometimes people who are saving themselves for marriage, if they are sexually traumatized, then one of the things and one of the dynamics that you work with is they give up and they say, well, I'm not special anymore, who cares? I'll just go have multiple sex partners and I'll have it earlier than normal, and then that'll increase the cycle of guilt and shame that is associated with the trauma. Да, часто просто люди размышляют таким образом, что ну какая разница, я уже как бы совращен, я уже типа не чист, то есть какая разница, можно идти и go multiple sexual relations, и там иметь многочисленные сексуальные связи, and what then after you have multiple sexual relations? They give up on seeing themselves as special, and then the cycle of guilt and shame sets in. И они просто перестают себя рассматривать как особенных, исключительных, и вот здесь наступает момент, когда запускается круг чувства вины и стыда. So survivors that are at high risk for post-traumatic stress disorder, то есть жертвы сексуального насилия находятся в группе риска, высокого риска посттравматического стрессового расстройства. and women who reported childhood sexual abuse were 5 times more likely to be diagnosed with PTSD compared to children who were not abused. Женщины, подвергавшиеся сексуальному насилию в детстве, в 5 раз более вероятно будут диагностированы с ПТСР по сравнению с группой, не подвергавшейся, например, насилию. A study by Saunders and his assistants showed that the lifetime rate of PTSD diagnosis was over 3 times greater among women who were raped in childhood compared to non-victimized women. Еще одно исследование демонстрирует, что ну пускай будет так, что повторная диагностика с ПТСР в 3 раза более вероятна среди женщин, переживших изнасилование в детстве, по сравнению с группой невиктимизированных женщин. So survivors are also more likely to suffer from depression, suicide, and other mental health problems. Таким образом, жертвы с большей вероятностью страдают от депрессии, склонны к суицидам и прочим психологическим проблемам. And research also shows that lifetime depression rates among childhood rape survivors is 52% compared to 27% of those who've not had sexual abuse. Результаты еще одного исследования свидетельствуют о том, что количество повторной диагностики с депрессией среди жертв, переживших сексуальное насилие в детстве, составляло 52%, сравнительно с 27% в группе, не подвергавшейся насилию. Okay, sexual abuse is correlated with increased risk for childhood suicide and a greater risk also for problem alcohol, drug use and abuse. Также сексуальное насилие, перенесенное в детстве, также коррелирует с повышенным риском суицида среди детей, суицида в детском возрасте, и также связано с большей вероятностью злоупотребления алкоголем и прочих субстанций. Now, those who have extreme cases of victimization would be highly likely to have the diagnosis of borderline personality disorder. В крайних своих проявлениях переживание насилия может иметь следующие последствия. Например, пограничное личностное расстройство. Borderline personality disorder is characterized by
enduring problems of unstable relationships, non-fatal suicidal threats, and then impulsive behaviors such as drug use, and they are highly sexually active and also using unprotected sex when they do. Что касается пограничного личностного расстройства, оно может иметь в своих проявлениях такие аспекты, как нестабильность в отношениях, non-fatal suicidal behaviors, угрозы суицида, угрозы суицида и прочие импульсивные виды поведения, там, например, злоупотребление определенными субстанциями или небезопасный секс. The key thing about that's particular to treatment, they have a hard problem controlling their emotions. Their emotions are all over the place, and the term is called in America emotional escalation. So they're unable to regulate their emotions. Что касается терапии этого расстройства, то такие клиенты не способны контролировать свои эмоции. Это то, что в американской терминологии называется эскалацией эмоций. And that will come into play in just a minute when we talk about treatment. И мы поговорим об этом через минуту, когда будем говорить о, собственно, терапии. So other personality disorders associated with it, paranoid personality disorder, they don't trust anyone or anything, and so they become paranoid about everyone and everything. Другие расстройства, ассоциированные с... другие расстройства — это параноидальное личностное расстройство, то есть они как бы никому не доверяют. Avoidant personality disorder, they avoid everyone. Избегающее личностное расстройство, они всех избегают. And some may become narcissistic in that they're just concerned with taking care of their own needs because nobody has taken care of them. Некоторые могут стать нарциссичными, только заботиться лишь о своих потребностях, так как никто больше о них не позаботится. At its most extreme state, the result is dissociative identity disorder or multiple personality disorder. В самых крайних своих проявлениях это диссоциативное расстройство личности или множественное расстройство личности. And that's when you may have clearly separate identity states, parts, that are described in some cultures as an experience of possession, although in my work with DID, I've never seen anyone under the influence of demonic possession. It's been separate personality states. Это отдельные личности или отдельные личностные состояния, которые в некоторых культурах называют поссессией, да? Поссессия. Одержимость, спасибо, одержимость. Хотя я в своей практике никогда не видел по-настоящему одержимого человека, одержимого демонами, например. Это просто обычно зачастую разные части личности. And when you're talking about dissociative identity disorder, you're talking about long-term therapy. I mean years. I had one client that I've been working with 4.5 years, and she says, you call it disassociation, you therapists call it disassociation. I call disassociation leaving the scene of a crime. В случае с диссоциативным личностным расстройством это терапия, которая длится просто годами. У меня есть одна клиентка, с которой мы работаем уже 4,5 года, и вот что она говорит об этом диагнозе. Она говорит: вы это называете диссоциативным стрессовым расстройством, а я это называю побегом с места преступления. And this individual has 21 alters or parts. And she will tell you, when those events happen, I went up there. It didn't happen to me. It happened to that person down there. И у этой пациентки, у нее 21 часть личности, 21 личность. И когда она описывает пережитый травматический опыт, она говорит о том, что я отстраняюсь от этого, это произошло не со мной, это произошло вот с этой личностью, вон там, не со мной здесь. And one of the telltale systems of dissociative identity disorder is when people say they hear voices. One of the questions you want to know is, are they hearing the voices outside of themselves, or are those voices internal inside their head? If the voices are internal and inside the head,
it's probably a sign that you're dealing with dissociative identity disorder. Один из классических симптомов диссоциативного личностного расстройства – это слышание голосов. И важный диагностический критерий здесь – это слышит человек голоса вне своей головы или внутри нее. Если это голоса не извне, а изнутри, скорее всего, что вы имеете дело с диссоциативным расстройством. So a little bit of an intro, let's talk a little bit about treatment. Небольшое введение, поговорим о терапии. I love this quote. Psychotherapy is not about symptom relief. Its essential purpose is to help a person function in their world and ideally to learn to function well. Крис говорит, что очень любит эту цитату, что суть психотерапии не в облегчении симптомов. Ее суть в том, чтобы помочь человеку функционировать в этом мире и в идеале функционировать нормально. And as Dr. Yarhouse spoke just a little bit about an hour ago, one of our goals as a therapist is to work ourselves out of a job with a client. To work ourselves out of a job for our clients not to need us anymore. И то, о чем говорил на своем мастер-классе доктор Ярхаус, это то, что наша задача как терапевта – это перестать работать с клиентом. То есть хороший терапевт – это терапевт, завершивший терапию. As I said earlier, if you're talking about trauma or PTSD or sexual abuse, what you're talking about is a life that has been interrupted. В случае, когда мы говорим о травме, ПТСР, PTSD and sexual trauma, we're talking about a life that's been interrupted. То есть, когда мы говорим о сексуальной травме, ПТСР, мы говорим как бы о прерванной жизни. So this term, the interrupted life, refers to the disruption that's caused by the abuse to self-regulate and to develop interpersonal relationships that otherwise should have been allowed to develop. Когда мы говорим о концепции прерванной жизни, мы говорим о нарушении в саморегуляции, нарушении способности формировать межличностные отношения, которые в случае, если бы травма не произошла, нормально бы функционировали. Recent research in America that's going on, we tried to get the term introduced into the new DSM-5 called Childhood Developmental Trauma Disorder. Новый термин, который мы в Америке пытаемся ввести в классификатор DSM-5. Childhood Developmental Trauma Disorder. Childhood Developmental Trauma Disorder. Childhood Trauma Disorder. It's a new term. Расстройство развития, связанное с перенесенной детской травмой, дословно. And the research shows, the APA did not approve of that definition, but there's ongoing research. But the research shows with children of multiple ages across multiple parts of America that developmentally children's lives have been interrupted at developmental stages due to sexual abuse and trauma. Этот термин пока что не одобрили, но исследования свидетельствуют о том, что детское развитие ребенка подвергается серьезным изменениям и прерывается, приостанавливается вследствие перенесенных травм и насилия. Psychological trauma, a circumstance in which an event overwhelms or exceeds our capacity to protect our psychic well-being and integrity. Психологическая травма – это обстоятельства, при которых определенное событие превосходит нашу способность защищать нашу физическую целостность и благополучие. I love this phrase, a collision between an event and a person's resources. Это столкновение между событием и ресурсами личности. And the event is so powerful that it's greater than the resources that we have to make an effective response and recover from it. И это событие настолько мощное, что оно превосходит наши собственные ресурсы по борьбе с ним, по
совладанию с ним. Let's talk about a little bit about the loss of resources. Поговорим немного о потере ресурсов. We lose our sense of safety and physical integrity. Это вообще не потеря, а утрата ресурсов. Мы теряем чувство физической безопасности и физической целостности. We lose our social development and capabilities. We're not able to connect with other people socially after we've been abused. Потеря многих возможностей социального развития и достижения, потеря способности к построению полноценных межличностных отношений. We lose our ability to attach to people in a healthy manner. Теряем способность к развитию здоровой привязанности. And how you see that play out is that the individual that's abused begins to think that attachment means to be abused, and therefore the abuse becomes a means of attaching to people in an unhealthy manner. And so they seek out unhealthy people to attach to, which makes them more vulnerable to abuse. И в каких выражениях мы можем это услышать от переживших травму, это то, что привязанность означает насилие. И насилие – это один из способов засобов привязанности. И таким образом они ищут нездоровых людей и нездоровых отношений, и таким образом становятся еще более уязвимыми для травмы. Symptoms of PTSD. We re-experience the events. We have nightmares, flashbacks, intrusive thoughts and images related to the trauma. Симптомы ПТСР – это повторное переживание симптомов, а именно кошмары, флешбеки, навязчивые мысли, навязчивые образы, связанные с травмирующим событием. We avoid others, we numb emotionally. Мы избегаем окружающих, мы испытываем эмоциональное онемение. We're on hyperarousal alert status all the time. Мы находимся в гипервозбужденном состоянии. Yeah. Emotional regulations. Проблемы, связанные с эмоциональной регуляцией. Fear, anger, rage, avoidance to simple events that happen in life. Страх, ярость, избегание в ответ на какие-то рядовые события из жизни. And we can't come back down to normal. И мы не можем вернуться в нормальное состояние. In order to restore our sense of equilibrium or balance. Мы не можем восстановить наше чувство равновесия, баланса. We tend to disassociate when stress hits us. В случае стрессовых событий мы склонны диссоциироваться от него. We engage in self-injury behaviors. Мы self-injury behaviors. Cut ourselves. Мы травмируем себя, то есть мы используем поведенческие стратегии, подразумевающие самотравматизацию. Как это есть же термин нормальный. Вот. А есть именно термин, который обозначает самоповреждение, а есть еще слово аутоагрессия, да? There's a term and I lost it. Ні, самоушкодження. I met a gentleman in Romania. Я познакомился в Румынии с человеком. He was an artist. Был художником. He was also a gypsy. Еще он был цыганом. And in Romania, if you're a gypsy, you can't get a job because you don't have a home. You have to have an address. В Румынии зачастую, если ты цыган, то ты как бы не можешь трудоустроиться, потому что у тебя нет дома, у тебя нет прописки, а чтобы на работу устроиться, нужно какой-то адрес иметь, прописку. You can't have an address without a job. Но, собственно, прописку вы не можете иметь, если у вас нет работы. So the gypsies are forced to beg, do whatever
they can to make a living. То есть цыганам приходится попрошайничать, ну и заниматься чем угодно ради того, чтобы хоть как-то существовать. And so the way he supported his wife and his kids, even though they were homeless, was through his art. And it's some of the most amazing art that I've ever seen. То есть это был как бы его способ поддержания своей семьи, своей жены, своих детей, несмотря на то, что у них не было дома, они были бездомными, но он зарабатывал как бы своими произведениями, и это одни из самых впечатляющих произведений искусства, которые я когда-либо видел.